I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о гибридных наушниках от компании KiwiEars, получившие название Orchestra Lite. Их стоимость составляет $249. И позиционируются в этот раз они как мониторные, что вдвойне интересно. Приходят они в приятно оформленной коробке небольшого размера. Здесь есть название модели, логотип компании и изображение самих наушников. Ну а здесь сбоку указаны технические характеристики, и за звук здесь отвечает мощная связка из 8 арматурных излучателей. 2 отвечают за высокие частоты, 4 за средние и еще 2 будут воспроизводить низкие частоты. Ну а чувствительность наушников составляет 112 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И первое, что нас встречает, это наушники, изготовленные из медицинской смолы. Они получили синий цвет лицевой панели, как я и хотел, под стать моему оформлению канала. Также вы можете при покупке выбрать другой вариант оформления панели. И, понятное дело, логотипу компании место тут тоже нашлось, причем на обоих наушниках. И уже по такому стандарту они получили разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом. И стоит сказать, кстати, что у них совершенно нет компенсационных отверстий на корпусе, а внутренняя часть тут у них абсолютно прозрачная, и тут вообще без проблем можно увидеть всю начинку из арматурных излучателей. И даже видно маркировку на некоторых драйверах, то что тут используется Knowles. Думаю, вот тут хорошо видно. Ну а сопла тут у них немножко вытянутая, но широкая, поэтому сидят в ушах наушники лично у меня отлично. Очень плотная посадка, но из-за того, что тут нету у них совершенно никаких компенсационных отверстий, с некоторыми амбушюрами создается небольшой вакуумный эффект, когда вы их вставляете в уши. Поэтому имейте это в виду, что придется хорошенько подобрать подходящие сюда вот насадки. Ну и вот мы подошли к аксессуарам, которые находятся в отличном плотном кейсе с надписью KiwiEars. Его мы уже видели в предыдущем обзоре на басхедные наушники KiwiEars Forteza. Советую глянуть его, кто не смотрел. И в этот раз тут находится отличный 4-жильный кабель, который получил штекер 3.5 джек и коннекторы 2 пин для подключения к наушникам. Здесь, кстати, довольно хорошо сформированные заушины. Поэтому кабель отличный, удобный, и менять его смысла вообще никакого нет. Пользоваться можно им без проблем. Жаль, конечно, что нету возможности выбрать балансный вариант на 4.4. Тогда было бы вообще отлично. Но амбушюры тут тоже, понятное дело, есть. Ровно 3 комплекта разных насадок на любой вкус и цвет. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном, а именно звучании этих наушников KiwiEars Orchestra Lite. Я думаю точно, что любители более нейтральной подачи, как и я, будут в этот раз довольны. Так как на графике очка, думаю, сразу понятно, что перед нами очень аккуратно выполненная нейтральная модель без излишнего усиления как низких частот, так и области верхней середины, что очень важно. А высокие частоты тут на самом краю нам вот слегка прибрали. И в целом, думаю, видно, что они очень близко находятся к моему таргету. Я бы даже сказал максимально близко. И это меня радует. Но давайте по порядку. Низкие частоты тут имеют усиление на 5 дБ. Если вы не являетесь басхедом, количество баса вам здесь должно хватить. Несмотря на то, что тут используется арматурный излучатель, то я бы не сказал, что из-за этого он воспроизводит басовые ноты хуже динамического, но, конечно, он отличается от динамического драйвера и имеет уже свой характер, но это не столь плохо, как могло бы быть, так как тут есть и отличная глубина, и объем, да и воспроизведение текстуры находится на хорошем уровне. Ну а с контролем, понятное дело, проблем тут никаких нет, так как бас тут совсем не мешает средним частотам и очень аккуратно дополняет вполне весомую нижнюю середину. То есть оформлен он тут правильно, разве что мне хочется получить чуть более выделенную
и четкую на удар атаку, но в таком случае тогда бы пришлось ставить динамический излучатель, так как все-таки я лично отдаю предпочтение ему в большинстве случаев, если мы говорим с вами о гибридах. Но вот средние частоты в этих наушниках очень подробные на обертона, с хорошо выделенной атакой, как у инструментов, так и у барабанов, и с правильным, пусть и не самым широким построением планов. И звучат они довольно эмоционально, но немного суховато, с явным выделением вперед образа вокальной части. Подача, конечно, на слух тут приятная и очень знакомая мне, что-то похожее я уже встречал в других гибридах, только здесь заметен более теплый и спокойный тон. То есть эта область передается в них неутомительно, вокал тут воспроизводится без всякого там шелеста и арматурного призвука и звучит натурально, с хорошей артикуляцией и разборчивостью. И что понравилось, то что он не имеет никакой излишней яркости и крикливости. Но лично мне бы хотелось получить тут чуть больше прозрачности и воздуха. Ну а на высоких частотах здесь заметен хороший и правильный подход к настройке. Есть тут как и явная аналитика, и тот самый необходимый контроль буквально над всем. И ощущается этот диапазон как немного теплая и аккуратная, приятная на слух подача, имеющая хорошее разрешение у тарелок, но без их явного чрезмерного усиления, как это обычно бывает. Что как по мне правильно с точки зрения настройки. Хотя знаю, кто-то любит более светлую и выделенную область высоких, что как бы дает ощущение лучшей и техничности, и воздушности, но тут вот не стали этого делать и скорее сделали более натуральный и взрослый тюнинг без всякого дополнительного окраса, что в целом правильно с точки зрения мониторных наушников. Хотя если бы самый край высоких частот бы нам подтянули, было бы вообще отлично. Ну а что касаемо построения звуковой сцены, то здесь все в полном порядке. Сама сцена широкая и оптимальная, у нее нету искусственной растянутости, она именно правильная и при этом имеет вполне хороший уклон в глубину. То есть пространство и инструменты не ощущаются плоскими, а наоборот же имеют хороший вес и объем. И все образы тут рисуются очень подробно и раздельно друг от друга. А вывод по данной модели наушников у меня получился таков. KiwiEars Orchestra Lite получились отличными наушниками в первую очередь для мониторинга и подойдут для любителей спокойного и очень нейтрального неутомительного звучания с хорошим и правильным количеством баса, нейтральными, неяркими средними частотами, которые просто отлично дополняются детальными и аналитичными высокими частотами. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.